Влахи, валахи, кельты – это тоже предки современных румын и молдаван, но не единственные. Какой смысл закладывали авторы банкнот, помещая колонну Трояна на свои собственные деньги? Вот можно только гадать. Но есть колоссальная тяга народа и элит к воссоединению с Россией. Говорить о том, что в 812-м Россия захватила Молдавию, это примерно как армия США и Британии летом 1944 года, высадившись в Нормандии, захватили Францию. Прав на существование у Великой Молдавии гораздо больше, чем у какой-то эфемерной Великой Румынии, которая всего-то создана во второй половине XIX века. Румыны забрали себе все, во что смогли ткнуть пальцем. Молдавия для молдаван – это не менее омерзительно, чем Россия для русских. Дорогие друзья, любители русской истории, сегодня у нас специальный выпуск вне нашего курса «Собиратели русских земель» по вашим многочисленным просьбам и на злобу дня. Это курс, посвященный истории Молдавии и отчасти чуть-чуть тех земель, которые находятся на территории современной Румынии, потому что историческая Молдавия – это понятие географически, этнически, цивилизационно отличное от государства Молдова, того, что мы имеем сегодня. Историческая Молдавия, так сложилось, сейчас находится в составе нескольких государств. И вопрос об исторической преемственности, извлечении уроков из истории этой благодатной земли, современной Молдавии, современного Приднестровья, юго-западной части современной Украины и, конечно, современного государства Румыния, мы выйдем на такие серьезные обобщения о том, что такое есть вообще юго-западное, западное русское пограничье, вот эта зона конфликта, как сейчас говорят, с западной цивилизацией. Мы говорили о столкновении империй российской, османской, австро-венгерской вот на этих территориях. Говорили о геополитических конфликтах. Но о самой Молдавии ни слова. У нас очень много вопросов приходит в Ютьюбе, в других сетях от молдавских, приднестровских наших зрителей. Люди интересуются, почему. Почему сегодня мы вспоминаем о Молдавии только тогда, когда говорим либо о этой румынизации, сумасшествии, либо когда говорим о каких-то там очередных антироссийских истериках в кишиневском руководстве. Давайте вернемся к истории. Обозначим саму проблему. Это откровенная политизация истории Молдавии. Так получается, что сегодня это как бы Украина, только Украина наоборот. Вот в Украине историки ищут древности, выдумывают какие-то сказки про историю древних укров, вплоть до анекдота про то, как древние укры выкопали Черное море. Этот народный юмор – лишь отражение тех процессов, которые происходят в псевдоисторической украинской псевдонауке. А вот в Молдавии то же самое с точностью да наоборот. Я, честно говоря, других таких примеров такого уникального феномена отречения от собственной истории и не припомню. Получается так, что после распада Советского Союза молдавскому обществу отказывают в его истории. Отказывают в истории обществу с многовековым стажем собственной государственности. Не было такого молдавского народа. Отказывают в собственной идентичности, которая якобы не существовала. А была только одна нация – румыны, а молдаване – это вот пока такие граждане второго сорта румынского государства. И это сознательно вносится в мозги целого народа. Поэтому мы будем сегодня говорить об истории региона просто фактами, очищенными от любой идеологии. Первое известное государство, которое существовало на этих землях современной Румынии, чуть-чуть Сербии, чуть-чуть Болгарии, все эти данные довольно расплывчаты, это древнее государство даков. Дакия, римская провинция. Помните, замечательный был старый румынский фильм, и даже серия фильмов про даков, как они героически сопротивлялись римлянам, потом были римскими союзниками, а когда под напором варваров Римская империя стала отступать, то вот считается, что даки, верные римские союзники, отступили
вместе с римлянами, уступив эту территорию варварам, смешавшись с самыми разными народами. Ну и с той поры вот эта благодатная земля – это такой микс смешения самых разных народов. Греков, даков, валахов, расскажу, кто это, болгар, разных славян, самых разных, болгары, южные славяне, цыган. Вот слово «даки», оно в истории осталось. И впоследствии, когда Екатерина II вела активную экспансионистскую политику и много воевала с Турцией, как мы знаем, Екатерина, девушка, увлеченная историей, хорошо в ней разбиравшаяся, она как раз вынашивала идею создания на территории современной Молдавии и Румынии государства пророссийского, естественно, союзника под названием Королевство Дакия или Царство Дакия. Тогда ничего из этого не вышло. Ну, кстати, примеров, когда создаются новые государства, отталкиваясь от каких-то исторических названий древних племен, на самом деле немало. И самый яркий пример подобный, запомнить, это Бельгия. Когда в XIX веке из исторических Нидерландов была выделена провинция Бельгия. Название взяли от древнего племени германского Бельгия или Бельхи. Конечно, к моменту образования Бельгии все эти Бельхи-Бельгии уже много столетий как канули в лету, ну, как, собственно, и Дакия. Однако королевство Бельгия прекрасно существует, так что могло быть и царство Дакия. Дальнейшее население современной Молдавии и Румынии – смесь народов. Самый известный из них – валахи. Отсюда провинция Валахия. Валахи, валхи, волхвы, волхи – это все германское, готское название горных племен различных. Видимо, потомки романизированных кельтов. Если мы посмотрим с вами на карту расселения кельтов древних по Европе, вот откуда-то с востока они шли на запад, то увидим с вами, что кельты – это, конечно, не только Шотландия, Ирландия, а кельты всю Европу пропахали, и в Испании, и Франция, и, конечно, Британия, Ирландия, и юг Германии, ну и Балканы, Румыния, везде побывали кельты, поэтому вересковый мед, помните, «Моя святая тайна, мой вересковый мед», эту бесподобную староанглийскую балладу в переводе Маршака, вот там, собственно, пикты, еще более древнее население Британских островов, защищается в стародавние времена от нашествия кельтов. А вот всякие там бриты, скотты, Шотландия и иры, ну, наверное, это, собственно, кельтские племена, которые вытеснят пиктов, а потом их потеснят германские племена, англосаксы, а потом викинги, норманы с французами. В общем, это уже другая совсем история. Так вот, влахи, валахи, кельты – это тоже предки современных румын и молдаван, но не единственные. Потому что помимо расселения кельтов в этих же регионах шло расселение славян, то есть русов. Так считалось в советские времена, что славяне являются составной частью молдавской этничности, потому что все смешивались. Кельты, там, наверное, остатки даков, греки, болгары, славяне. Ведь часть территории современной Молдавии и Румынии даже платила дань Киеву, старорусскому государству. А потом были частью, соответственно, галицко-волынских данных владений. Поэтому славян там было очень много. Это только современные румынские историки производят себя напрямую от древних римлян. Ну, оставим это на их совести. Мы же с вами понимаем, что это большая смесь народов. Ну, наверное, в основе своей больше все-таки валахи. В древнем перечислении народов в повести временных лет упоминаются два больших славянских племени – Тиверцы и Уличи, которые, процитирую, «сидяху по Днестру, присидяху к Дунаеве». Ну, то есть от Днестра до Дуная они там и сидели, активно обживая эти благодатные земли. Один из самых авторитетных современных русско-молдавских историков, доктор наук Владислав Гросул, пишет так, кавычки. «Румыны считают восточно-романские народы чуть ли не потомками древних римлян.
Однако на самом деле после ухода Рима население в этом регионе сменялось несколько раз, и восточные романцы, румыны, скорее всего являются потомками горных пастушечьих племен. Ну, давайте, помимо горных племен, наверное, еще и смешавшиеся со всеми соседями вплоть до славян. Когда на этой земле появляются первые княжества и воеводства, князаты и воеводаты, то в этих княжествах и воеводствах официальный письменный язык какой? Ну, устно нам тяжело судить сейчас. А письменный язык общий, церковно-славянский. Все на кириллице. Кириллицу не Сталин там придумал и навязал в советские годы. Она там была всегда. Ну и богослужение, естественно, самое главное. Богослужение тоже на церковно-славянском общем, со славянами языке. Если мы посмотрим имена правящей династии в Молдавии, в Валахии, славянские имена: Стефан, Степан, Ион, Иван, ну и прочее, прочее. Кстати, почему возникли 3 на территории современной Румынии и Молдавии крупных государства в районе Валахии, Молдавии и отчасти еще короткое время достаточно Трансильвании. И руководители этих государственных образований – господари. И самый известный правитель Молдавии – Стефан Великий. Ему памятники повсюду в Молдавии стоят. Стефан III, он женится на ком? На близких. С кем он говорит на одном языке. Женится на правнучке Дмитрия Танского, внучки нашего правителя Василия I. Кстати, правил Стефан Великий 47 лет. Это самый, наверное, сейчас популярный правитель современной Молдавии, ровесник нашего Ивана III Великого. А вот Иван III, собственно, основатель современного московского государства, как мы об этом говорили в нашем курсе про собирание русских земель, на ком он женит своего старшего сына? Тоже на родственнике, на близком человеке, на одном языке, на дочери того самого Стефана Великого, Елене. Елена приезжает в Москву, супруга наследника престола, вот Елена Волошанка. Она, конечно, в нашей истории изображена такой интриганкой. Посмотрите сериал «София», но это лишь художественный образ. А на самом деле это мать Дмитрия. Его объявили официальным наследником престола, но там была уже интрига Софии Палеолог. Так что, если интересно, посмотрите сериал, послушайте наш цикл лекций про собирание русских земель. Это близкие семьи, правители Москвы и Молдавии. Собственно, само название откуда берется? От реки Молдова. Это на территории современной Румынии. Как вам несложно догадаться, какое еще государство называется от названия реки союзное с Молдовским княжеством? Угадали. Это Московское княжество. Москва-река, город Москва, Московское княжество. Конечно, Московское княжество гораздо сильнее. В военном, в экономическом плане. Судьба православных княжеств Молдовы и Валахии, она тяжелая, потому что они зажаты со всех сторон мощными государствами-конкурентами. С юга Византии, а потом Османской империи. С севера Речь Посполитая, католики, Венгрия, католическое государство, потом империя Габсбургов, католическая. Вот что пишет Стефан Великий своему союзнику и родственнику Ивану III, великому князю Московскому. 1484 год. Кавычки. «О всей стороне один я остался, с 2 сторон поганство, то есть язычество, тяжкое, а с 3 сторон так называемые христиане, которые мне хуже поганства. Это католики. Я уже не могу их больше терпеть, только бы Бог научил вашу милость повернуться к нам лицом и явить к нам приятельство, то есть дружбу и союз». Очевидный союзник православного молдавского господаря – это великий князь Московский. В общем, везде враги. Кстати, вернемся немного в сегодняшний день из древности. Так будем постоянно с вами
перепрыгивать, чтобы не отвлекаться от того, что происходит сегодня на нашей земле, Стефан Великий, 47 лет правивший Молдавским княжеством, боровшийся, насколько возможно, за относительную независимость своей страны, боровшийся успешно, он изображен, вот как Ленин у нас был в советские годы, на купюрах денежных современной Молдавии. И вот примечательная деталь. На всех есть мелкое, такое стилизованное, но достаточно четко, никто не обращает на это внимания, на молдавских купюрах, изображение колонны императора Трояна в Риме. Эту колонну установили в Риме в честь победы над даками. Вот вопрос. Какой смысл закладывали авторы банкнот, помещая колонну Трояна на свои собственные деньги? Вот можно только гадать. Поразительно. Это вот все равно, что представить себе, пока не было евро, объединенной валюты европейской. Вот если бы на французских франках, например, разместили триумфальную арку нашего с Кутузовского проспекта в честь победы над Наполеоном, или, например, на немецких Deutsche Markах был бы помещен советский солдат-победитель из Рептов-парка с мечом, или Родина-мать под Сталинградом. Какое-то своеобразное представление о собственной самостийности у молдавского Центробанка. Идеологическая диверсия или самоистязание? Не знаю. Итак, русских было там, славян, на этой земле много. Много лет спустя молдавский господарь Дмитрий Кантемир, тоже очень прославленный союзник нашего Петра I, написал историю своей земли, писал на латыни, к слову сказать. Он так и написал, что русских у нас проживает где-то каждый третий в молдавском княжестве. Он даже других слов не подбирал. Русских. Мы иногда называем их тех потомков русских земель славян, которые смешивались с валахами, с соседними народами. Иногда называем их русинами. Хотя правильнее было бы с точки зрения древнерусской грамматики и фонетики, наверное, с ударением на первый слог. Русинами. Ну вот русины, собственно, потомки русских. Опять же, посмотрим с вами карту расселения русин, русских, увидим огромную территорию. Главным образом мы их сегодня ассоциируем с Карпатами, но это, конечно, далеко-далеко не только Карпаты. Ну, к русинам я еще вернусь чуть попозже. Итак, сформировались 3 княжества, из них 2 полностью православных. Княжество Молдавия, княжество Валахия. Они были данниками соседних государств. Но Молдавия еще в XIV веке, во времена нашего Дмитрия Донского, добилась независимости. Независимости от Венгерского королевства. И на протяжении нескольких поколений никому молдавские господари дань не платили. Столица переезжала, в конце концов обосновалась в городе Яссы. И там долгое время пребывала. Второе православное Дунайское княжество, более юго-западное, Валахия, как раз от слова «валахи», древнее население этих земель. Это сегодня юг современной Румынии. И вот именно эту часть в Средневековье иногда называли картографы, собственно, Романия, романская земля, Тара Романеска или Цара Романеска, неважно, как это произносится, ее отделяли. Вот это была романская земля, а то была молдавская земля. Появилось свое государство в Валахии примерно в то же время, что и в Молдавии, но суверенитета у него не было. Оно с самого начала становилось данником каких-то крупных соседних государств, хотя много раз, об этом тоже я вам расскажу, пыталось из-под этой зависимости от соседей вырваться. Кончилось все тем, что господари Валахии стали платить дань туркам, самому мощному южному своему соседу. Они стали утверждаться султаном, то есть господарь не наследовал корону, а каждый раз ездил на поклон в Константинополь. Султана утверждали, либо просто назначали другого господаря, он платил в Константинополь дань, ну а для покорности высылали заложников, собственных детей, как правило, либо очень самых близких родственников, которые находились при дворе султана в Константинополе, ну, дабы не слишком дергался там в Бухаресте, столице Валахии, валашский
Если в Молдавии самый известный правитель Молдавии, который тоже, в общем, в конце концов оказался данником Константинополя, Османской империи, Стефан III Великий, то в Валахии самый известный правитель, союзник Стефана. Зовут его Влад III Цепеш. Наверное, никому из вас это ничего не скажет, но зато его литературный псевдоним всем вам известен. Собственно, селебрити Влад Цепеш стал в конце XIX века и позже с развитием кинематографа, когда о нем вышел совершенно фантастический роман Брэма Стакера «Дракула». Влад Цепеш – это и есть Дракула. Мы точно не знаем, был ли Влад Цепеш вампиром, я лично в этом сильно сомневаюсь, но, судя по всему, человек был суровый, крутой, потому что Цепеш – это прозвище, означает так буквально колосажатель. То есть вот сажал он на кол непокорных бояр направо и налево. Но опять же, нам сегодня так кажется, а как там было на самом деле. Вот в историю Стефан вошел как положительный герой, а Владу Цепешу не повезло. Это знаете ли, как в чем разница между крысой и хомячком? Правильно, в пиар-компании. Стефан Великий на банкнотах, главный национальный герой Молдавии, Влад Цепеш – страшилка, граф Дракула. А между прочим, были союзниками и даже друзьями. Итак, оба дунайских княжества сохраняют некоторую автономию, являются данниками Константинополя, то есть, по сути, составной частью Османской империи, причем данниками в гораздо более жестком ключе, чем, например, Владимирские и московские князья были данниками Золотой Орды. Мы-то всегда скромно говорим, что у нас не было суверенитета, мы были составной частью, по сути, Золотой Орды, боролись за свержение ордынского ига долгое время, но на самом деле у нас-то как раз иго было гораздо мягче. То есть никто заложников, детей при дворе ханов не держал системно. Ну а самое главное, господари Молдавии и Валахии должны были участвовать регулярно в военных походах константинопольских султанов, османов, а у нас от этой обязанности проводить мобилизацию и пополнять русскими воинскими частями ордынское войско у нас де-факто отбоярился еще Александр Невский, а потом мы как-то все время соскакивали, чем немало способствовали прирастанию русского населения, русских земель. Ограничивались только выплаты налога, дани. Все. Причем налог и дань, как известно, собирали сами, силами наших московских князей. Опять же, сильно на этом богатевших. Но что еще важно? Важно, что обоим дунайским княжествам удалось сохранить веру. Строительство мечети на территории Молдавии и Валахии было запрещено. Вера была исключительно православная, и за православие держались они очень крепко. Собственно, почему назывались господари? Господарь Молдавии, господарь Валахии. Не король, потому что король – это всегда католик, который духовно утверждается Римом и коронуется. Правители же Молдавии и Валахии были в этом отношении более самостоятельны. Они господа, они господари, а знать их – бояре, не рыцари. Любопытно то, что слово «бояре» и понятие «боярство», как рыцарство, дворянство, оно фонетически в языке сохранилось вплоть до середины 20 века. Только после 1945 года, когда коммунисты пришли к власти, бояр поменяли на товарищей. И стал не боярин-министр, не боярин-депутат, а все-таки товарищ министр. Начиная вот с тех самых времен Ивана III, близких родственных связей между Молдавским княжеством и Москвой, православные государи и Молдавии, и Валахии воспринимали Москву как своего защитника, протектора, защитника веры православной, еще задолго до того, как Москва на самом деле была готова их защищать. Понятно, что союз с единоверцем, с которым ты говоришь практически на одном языке, гораздо комфортнее, чем быть данником или католической Вены, или католического Кракова, или османского Константинополя, империи ислама. Мы
часто говорили о том, как малороссийские земли, а правильнее сказать, земли войска Запорожского, центральная Малороссия, вошла под протекцию, под защиту Москвы. То, что у нас называли совершенно некорректно воссоединением Украины с Россией, когда Россия выступила в защиту восставшего русского населения Поднепровья, и совершенно не знаем, что в это же время, в эти же самые годы в Москву из Молдавского княжества прибывает Великое посольство, то есть высший уровень дипломатического представительства, во главе с митрополитом Молдавским, которое официально обращается с просьбой к Москве, к Алексею Михайловичу Тишайшему, принять Молдавское княжество под протекторат России. Точно так же, как принять Богдана Хмельницкого. Посольство повторяется несколько раз. Затем, спустя некоторое время, и валашский господарь, причем два даже господаря по очереди, то есть это не был какой-то порыв эмоциональный, это был политический расчет, это была действительно мольба о защите. Господарь и Валахии тоже направляет своих послов в Москву с просьбой принять под защиту, так же, как приняли малороссийские земли. Назовем современным языком, войти в состав нашего государства. Москва не могла. Москва вела изнурительную войну с Польшей за Малороссию. И начинать еще войну с мощнейшей Османской империей. А мы понимали, что как только мы примем Молдавию, Валахию к себе, это война с Константинополем. Конечно, Москва совершенно не могла этого себе позволить. Но тайные переговоры продолжались. Правда, продолжались они при царевне Софье. И, наконец, после Полтавской победы, когда будущая Российская империя уже расправляет плечи, вот тогда Петр I решается на движение на юго-запад. 1709 Полтава, напомню. 1710 год. Господарем Молдавии Константинополь утверждает Дмитрия Кантемира. Господарь утверждался Константинополем. Кантемир с детства жил при дворе султана. Учился там в школе, учился музыке. Кстати, выдающийся музыкант, автор многих классических турецких музыкальных композиций. Молдаванин Дмитрий Кантемир. Ну, как бы пропитался всей культурой, великой культурой Османской империи. Османы решили, что он отуречился на 100% и будет их верным вассалом. Однако, как только Дмитрий Кантемир стал господарем Молдавии, понятно, есть увлечение молодости, есть уважение к великой турецкой культуре, но есть политические интересы. И самое главное, есть колоссальная тяга народа и элит к воссоединению с Россией. Проходит всего лишь полгода, и Дмитрий Кантемир начинает тайные переговоры с эмиссарами Петра I о переходе Молдавского княжества под защиту, под протекцию тогда еще не Российской империи, тогда еще русского московского государства. Хотя де-факто столица уже Петербург. Эти тайные переговоры приходят к выдвижению Петра I с армией в сторону Молдавии и Валахии. Знаменитый неудачный прусский поход, окружение, почти разгром. В общем, не получилось. Однако Петр I забрал Дмитрия Кантемира со всем двором, с союзниками, с собой. Дмитрий Кантемир станет сенатором Российской империи, а его дочь, между прочим, красавица и умница, могла бы стать русской императрицей. Опять же, отсылаю вас к интересному сериалу «Завещание Петра Великого», где эта легенда очень красиво художественно обыграна. Как Петр I мог уже в зрелые годы жениться на дочери своего союзника и друга Дмитрия Кантемира. Почему я говорю союзника и друга? Потому что Петр ведь не прощал только одной вещи, мы это помним с вами – предательство. Дмитрий Кантемир был ему верен, и когда турецкий султан обратился с требованием к Петру выдать ему Кантемира, понимаем, что бы с ним сделали в Константинополе, Петр по легенде ответил ему следующее. «Я лучше уступлю туркам землю до самого Курска, нежели соглашусь на это, на выдачу Кантемира. Ибо если я уступлю землю, то мне тогда еще останется надежда, отданная отвоевать. Но не сдержать слова означает навсегда потерять честь. Мы же имеем своей собственностью одну только честь. Отречься от нее – то же самое, что перестать быть государем». В общем, слова
которые вполне соответствуют характеру Петра и, наверное, могли бы стать девизом любого государя, руководителя, президента, любого человека, в чьей зоне ответственности жизни его страны, его подданных. Затем будет много русских-турецких войн во времена Екатерины. Екатерина будет желать создать государство Дакия. Затем будет вмешательство Австрийской империи могущественной, которая под шумок займет третью историческую область расселения валахов, румын, молдаван, Трансильванию. Трансильвания – это вот север, то, что ближе к Австрии. Трансильвания вообще с латинского означает «Залесье». Это не Америка, это всего-навсего Залесье. Это какой центр древнего государства даков. Разница между Трансильванией, Валахией и Молдавией в том, что в Трансильвании распространялся католицизм от Австрии. И это была всегда такая арена отчаянной борьбы между империей Габсбургов, между Веной и Константинополем, Турции. Ну, в конце концов, Вена одолела. Они заняли Трансильванию как раз примерно во времена Петра I. И потом, только после Первой мировой войны, эта область войдет в территорию Румынии. Там большое венгерское население. Это была венгерская часть Священной Римской империи. И, по-моему, там по сей день 20% населения – это этнические венгры. Молдавия же во времена Екатерины – арена постоянных боевых действий между Россией и Турцией. В конце концов, Россия побеждает, занимает всю эту территорию. Турция признает протекторат этих земель, право Российской империи покровительствовать всем православным Молдавии. Ну, по сути, мы помним с вами, где жил Потемкин в последние годы жизни. Угадайте с 3 раз. Потемкин жил в Яссах, столице Молдавского княжества. По сути, был фактическим правителем Молдавии, поскольку его действия, образ жизни далеко выходил за образ жизни полномочия главы оккупационной администрации, кем на самом деле Потемкин был. Эти были турецкие земли, занятые русскими войсками. Однако в Яссах был учрежден полноценный филиал императорского Петербурга. Потемкин умел жить на широкую ногу, покровительствовал молдавским музыкантам, художникам, кого-то посылал на обучение в Вену, в Академию художеств, кого-то в Петербург, лелеял мечты все позвать бедного Моцарта из Вены, который там с хлеба на воду перебивался несчастный. Жалко, не дошло до этого. Я думаю, что при дворе Потемкина в Яссах Моцарт точно бы и подлечился, и жил бы долго, и сотворил бы бесчетное количество гениальных произведений, но не сложилось. Умер Моцарт, умер Потемкин скоропостижно. А так был бы русский дворянин, граф Вольфганг Амадей. В армии Потемкина служило очень много молдаван. Был сформирован отдельный 10-тысячный добровольческий молдавский ударный корпус, подчиненный лично Потемкину. В общем, воевали все за нас. Никто воевать в Молдавии за турков не собирался. И вот, опять же, война одна с другой за эту территорию. В конце концов, 1812 год, канун вторжения Наполеона в Россию по настоянию Александра I, Кутузов, одержав серию блестящих побед над турецкой армией, подписывает Бухарестский мирный договор с Османской портой, по которому часть исторического Молдавского княжества переходит не просто под протекторат, а полностью входит в состав Российской империи. И, собственно, они составляют российские земли. Вот эта граница по договору Бухарестскому 1812 года, это примерно плюс-минус современная граница между Республикой Молдова и Румынией. Я тут полистал, если так можно сказать, поскроллил англоязычную Википедию. Только не смейтесь, написано там следующим образом, что в 812 году армия Кутузова захватила и оккупировала часть территории Молдавии. Ну, конечно, это даже не абсурд и даже не анекдот. В Молдавии как субъекта международного права не было. Молдаване при первой же возможности вступали в русскую армию, а воевала Россия с Турцией, с той страной, которая колонизировала Молдавское княжество. Говорить о том, что в 812-м Россия захватила Молдавию, ну, это примерно как армия США и Британии летом 1944 года, высадившись в Нормандии, захватили Францию и оккупировали. Ну, что тут сказать? Авторы Википедии – это известные политизированные недоумки. Посмеемся и продолжим. В
конце концов, русско-турецкие войны продолжаются, уже время Николая I, уже победа фельдмаршала Дибича. Отсылаю вас к своему рассказу о Дибиче в цикле рассказов из русской истории последнего георгиевского кавалера. И вот, наконец, Турция официально признает протекторат России над своими подданными православными всей Молдавии исторической и всей Валахии. На этой территории действует русская администрация. Возглавляет ее генерал Киселев. Очень прогрессивный человек, большой либерал, министр государственных имуществ и крупный реформатор. Он там ведет строительство дорог. До сих пор шоссе Киселева в Бухаресте, там наше посольство находится. Строительство дорог, школ. В общем, много лет очень успешно управлял вот этими занятыми Россией, Валахией и Молдавией. И, кстати сказать, многие историки считают, что тогда, после войн Дибича, на протяжении нескольких лет, по сути, Молдавия и Валахия входили в состав Российской империи. Формально, юридически, по международному праву, это была как бы еще Турция. Но де-факто армия стоит наша, и эта Турция признает протекторат наша, администрация наша. Поэтому де-факто это, конечно, состав России. Ну, сложный статус, но гораздо более конкретный, чем был статус, например, Донецкой и Луганской республики на протяжении нескольких лет, юридически непонятный, находящийся постоянно под агрессивным военным давлением со стороны Киева, но пользовавшись серьезной защитой и протекторатом со стороны братской России. Вот примерно что-то такое было. Разница в чем? Разница в том, что, к сожалению, большом, Николай I допустил большую геополитическую ошибку. Он поступил примерно так же, как поступил Михаил Сергеевич Горбачев после перестройки, когда решил довериться западным партнерам. Николай I очень доверял Австрии, своему партнеру. Помните, он даже подавил русскими силами венгерское восстание 1848 года. Зачем? Непонятно. Лучше бы дал Австро-Венгрии рассыпаться. Оно потом показало свое истинное лицо во время Крымской войны. Николай I хотел простроить нормальные отношения с европейскими государствами, в первую очередь со своим австрийским союзником, и под их давлением через несколько лет согласился вывести зачем-то свои войска из Молдавии и Валахии, убрать свою администрацию и вернуться к статусу кво, полагая, что вот эти территории будут к нам дружественно, а Австрия будет нам бесконечно признательна. Ну, понятно, почему Австрия мечтала отодвинуть русских подальше из Молдавии и Валахии, потому что у австрийцев большое, собственно, православное и славянское население. Те же самые русины, Львов, Закарпатье, те же самые православные в Трансильвании, словаки и чехи славяне, хоть и католики. Поэтому надо держать Россию как можно дальше, ибо если Молдавия, Валахия наконец-то, как должно было быть на самом деле, объединяться как единое молдавское великое княжество, и в таком автономном составе станут такой же составной частью империи автономной, как Великое княжество Финляндское, например, Донское казачье войско с огромной автономией, впоследствии Кубанское казачье войско, то, конечно, в этом случае и славяне, и тем более православные славяне из состава Австрийской империи все ломанутся в Россию, туда, где удобнее, лучше, где ниже налоги. С этим столкнулись в свое время австрийцы еще во время Потемкинской оккупационной, так называемой, администрации в Ясах, или назовем это Потемкинского двора, когда началось массовое бегство населения из австрийских провинций, Молдавско-Валашского, в русскую часть Молдавии, потому что в России безопаснее и гораздо меньше налоги. Поэтому семьями со скотом все ехали в Потемкинскую Молдавию. Там лучше. Николай I убрал нашу армию из Молдавии и Валахии. Элиты молдавские, валашские стали разочаровываться в России, что Россия не будет нас защищать. А кто нас защитит? А может быть Франция? Франция тем временем и другие европейские державы активно формировали свои группы влияния, приглашали на учебу в университеты молдавских, валашских молодых людей. И вот прошло одно поколение, каких-то 10-20 лет, и уже новое поколение как бы с перепрошитыми мозгами стало видеть в России не потенциального освободителя от османов, не православных братьев,
а репрессивный режим, подавители гражданских свобод. Вот так мягкая сила, активная пропагандистская политика перебарывает легко наше влияние, если мы пускаем дело на самотек. И вот ради эфемерного союза с Австрийской империей Николай I, к сожалению, потерял тогда и Молдавию, которая была бы единым молдавским княжеством, и православную Валахию. То же самое происходило и в 20 веке, после распада Советского Союза. Как только мы уходим из СНГ, уходят наши школы, изучение русского языка, уходят наши университеты. Ну, что думаете, там святое место пусто не бывает, значит, приходят неправительственные организации из других стран. США, Англии, Франции, Европы, Турции на юг. Недавно совсем читал, что в России не хватает средств там, через Россотрудничество или как-то еще, там, на то, чтобы финансировать наши школы с изучением русского языка, финансировать курсы, финансировать то, что делает французский институт, или институт Гёте немецкий, или институт Сервантеса испанский, продвигающий свою культуру, свой язык везде, где только можно. Так хочется сказать, слушайте, разберитесь и продайте с молотка, может быть, несколько десятков непонятно как приватизированных и захваченных дач, земельных участков, еще каких-нибудь украденных у страны небольших, маленьких хозяйственных субъектов. Продайте, верните их честно в рынок. Вырученных денег хватит на то, чтобы десятилетиями содержать наши русские школы, продвигая интересы России по всему миру, как продвигает их Испания, Германия, США, как они делали это в XIX веке, сразу приходя туда, откуда уходила наша армия, откуда уходило наше влияние. Тогда, в середине XIX века, вся история могла пойти по совершенно другому пути. Но потом случилась Крымская война, потом наша военная неудача, и в конце концов Россия согласилась на объединение Молдавии и Валахии в одно государство, надеясь, что это государство будет дружественным по отношению к России. Тогда и образовалось государство Румыния. То есть возникла она на карте, внимание, в 1861 году. А Молдавия, как историческая область, оказалась разделена. Часть Молдавии оказалась в Румынии и сразу там утратила свою государственность, потому что Румыния была унитарным государством, никакого молдавского самоуправления, никакой Великой Молдавии. А часть Молдавии осталась в составе Российской империи, где чудесным образом, вот такой парадокс истории, спустя некоторое время возродил свою государственность. Об этом я еще расскажу чуть попозже, когда будем говорить о советской истории. Но вот запомним этот шокирующий факт. Историческая Молдавия, ее государственность, уцелевшая в составе России, СССР, старше румынской почти на 450 лет. То есть, с исторической точки зрения, прав на существование у Великой Молдавии гораздо больше, чем у какой-то эфемерной Великой Румынии, которая всего-то создана во второй половине XIX века. Посмотрите на карту, как это было. Надо понимать, что историческая Молдавия и Бессарабия, Бессарабия – это земли, которые вошли в состав России, это не одно и то же. Бессарабская губерния – это то, что было от Молдавии по миру 812 года, плюс часть турецких территорий, плюс часть территории современной Украины, то есть такой большой регион. И этот регион всегда уже признавался с той поры русским. Румыния никогда претензий на эти территории не имела. Развивалась Бессарабия, вот эта огромная Бессарабская губерния, куда входила и часть современной Одесской области, ну и прочее, прочее, прочее. Приднестровье современное тоже никакого отношения к Молдавии исторически не имело. Приднестровье – это земли турецкие, завоеванные еще Суворовым. Суворов основал город Тирасполь, Суворов брал Бендеры. То есть Приднестровье вообще к Молдавии отношения не имеет никакого исторического. Даже в Российской империи Приднестровье было частью Херсонской губернии всегда. А вот большая Бессарабская губерния в составе империи очень быстро развивалась. Огромный рынок империи. Ну и самое главное, она была избавлена от турецкой дани. Прекратились набеги соседей пограбить.
Население Бессарабии не подлежало рекрутской повинности, очередная льгота для вновь присоединенных территорий, и на какое-то время освобождалась от всех налогов. Бессарабия превращалась в цветущую землю. Главный показатель тогда уровня жизни – это рост населения. Это сегодня население так либо иначе регулируется искусственно. И рост населения, наверное, не говорит впрямую о качестве жизни. Но в те годы искусственного регулирования деторождения в современном представлении практически не существовало, поэтому цифры говорят сами за себя. 812 год. Население этого региона 240 тысяч человек. И спустя примерно 80 лет, по переписи 1897 года, почти 2 миллиона. То есть рост населения где-то 8-9 раз. Конечно, это не только за счет деторождения, но и за счет активного переселения в Бессарабскую губернию, потому что жить там выгодно и комфортно. Мы когда говорим о Бессарабии, то давайте немножко расскажем и о людях. Самый знаменитый молдаванин – не только Стефан III исторический, конечно, самый знаменитый молдаванин – это Леонид Ильич Брежнев. Помним с вами, как Сталин спрашивал, кто этот красивый молдаванин. Но Брежнев на протяжении нескольких лет руководил фактически советской Молдавией, успешно руководил. А самый знаменитый уроженец Бессарабской губернии, безусловно, Григорий Котовский. Он, конечно, совсем не молдаванин, там, по-моему, по отцу поляк, по матери русский, но это не важно. Человек яркой судьбы, дезертировал из армии во время русско-японской войны, бежал, грабил, бандитствовал, отправили в Сибирь, бежал, грабил. Да, грабил он особо, Котовский. Он робингудствовал, то есть он не просто грабил богатых, но часть награбленного раздавал беднякам бессарабским, чем, в общем, получил неплохую популярность. Опять в тюрьму. Временным правительством был освобожден с каторги. Как элемент, пострадавший от кровавого царизма, его назначили комиссаром куда-то там. Воинские части, расквартированные на Румынском фронте. Комиссарил успешно, возглавил солдатский комитет. Один из создателей потом впоследствии Молдавской автономной республики в составе Советской Украины. Карьеру военную сделал, был целым командиром дивизии в Красной армии, но не прекращал дружбу со старыми дружками, бандитами. Там он и с Мишкой Япончиком был на дружеской ноге, которому помогал в установлении советской власти в Одессе, и со многими другими. Ну и, как говорят злопыхатели, в общем-то, темная история со смертью Котовского связана с тем, что, скорее всего, его пристрелил по бытовухе, я думаю, кто-то из друзей бандитов. Однако в советские годы канонизирован. Село, где он похоронен, преобразовали в город Котовск и воздвигли там самый настоящий мавзолей. То есть такое фундаментальное сооружение. Котовского мумифицировали, как Ленина, трибуна, проводили парады, принимали в пионеры. Во время румынской оккупации мавзолей разрушили, останки выбросили. И вот я помню, где-то лет 10 назад в военно-историческое общество пришли ходоки с Украины, которые предлагали нам контрабандой как-то там через Молдавию, не знаю, вывести мешок с останками Котовского. За деньги, естественно. Но мы как-то не повелись на эту историю, потому что ведь Котовского останки были румынами выброшены, мавзолей разрушен, потом вроде бы как-то выкопали, где-то хранили. В общем, для того, чтобы разобраться, что там на самом деле происходит, сегодня эта территория город Котовск. Его в рамках декоммунизации, естественно, переименовали в город Подольск Одесской области. Чтобы там разобраться, что там, наверное, надо быть на месте. Бессарабия прекрасно чувствовала себя в составе Российской империи. Румыния никаких претензий на Бессарабию не предъявляла. И никогда о том, что она какая-то разделенная нация, не заявлялась. Чудеса начались во время Первой мировой войны. В 1916 году, 2 года спустя после начала войны, вдруг Румыния решила в нее вступить. Цель была такая – отнять у Австро-Венгрии, немецкого союзника, Трансильванию. Старинную, назовем это так, валашско-румынскую, дакскую территорию. К России никаких претензий не было. Россия была союзником Румынии. А вот к Австрии были. И вот Румыния вступила в войну на стороне Антанты. О боевых качествах румынской армии рассказывает бесчисленное число анекдотов. Мне больше всего нравится немецкий анекдот. Сидит немецкий генерал
высокопоставленный что-то там, значит, там изучает карты. В штаб вбегает адъютант, говорит: ваше превосходительство, Румыния вступила в войну. Немецкий генерал, не отрывая глаз от карты, дает команду: пошлите против них 2 дивизии. Адъютант: осмелюсь доложить, ваше превосходительство, Румыния вступила в войну на нашей стороне. Генерал озадаченно отрывается от бумаг. Да, это хуже. Тогда пошлите им на помощь 3 дивизии. Ну вот, примерно так румынская армия в Первую мировую воевала. За пару месяцев Румынское королевство потеряло всю армию, столицу, и отступило на самую восточную границу, в тот самый городок Яссы, под защиту русского оружия. Русские были вынуждены перебросить на защиту румынского правительства аж 4 армии, сильно ослабив, кстати, свои собственные позиции, но вот как-то сдержали, там, защитили от австрийцев. После революции 17 года Румыния, видя, что русские не воюют с немцами больше, тоже тут же заключила перемирие, потому что в одиночку, естественно, воевать было совершенно не способна. Тем более, что союзники по Антанте, англичане, французы, США, пообещали, что Румыния, несмотря на то, что вот от Румынии вот это вот осталось там чуть-чуть, что Румыния в случае победы останется в составе держав-победительницы, сможет на что-то претендовать. Более того, так втихую пообещали, что с большевиками мы разберемся, и, наверное, всю Бессарабию тоже сможем у русских отобрать, союзников, да, и к вам присоединить. Румынская армия, видя, что российская-то ведь была полностью распущена временным правительством, фактически дезорганизована, отходила, разбежалась, солдатские комитеты. И вот отдельные румынские воинские части, формулировка была такая: для защиты от русских солдат, русских воинских складов. Сами нас от себя защищая, они без единого, по сути, выстрела и сопротивления вошли на территорию современной Молдавии и ее оккупировали. При этом устроив там жуткий террор. Известно, что молдаване-то совершенно несчастливы были видеть там румын. В общей сложности около 15 тысяч молдаван было убито, либо отправлено в румынские концентрационные лагеря, которые осмеливались сопротивляться новой румынской власти. Кстати сказать, временное правительство Молдавии, тоже какое-то меньшевистское, неважно какое, которое формально пригласило румынские части для защиты русских складов. И, по-моему, там премьер-министр этого правительства променял родину на портфель или на какой-то пост в администрации Румынии. Называли это правительство Цфатул Царей. И вот именно в Цфатул Царей, кто помнит, жаловался Остап Бендер. Когда его раздевали румынские пограничники на границе, снимая с него все золото, вот это нажитое непосильным трудом, Остап Бендер обещал в Цфатул Царей написать жалобу. Характерно, что на пограничников это никак не подействовало. Итак, до Днестра Бессарабская область оккупирована, захвачена Румынией. Советское правительство тогда не имело сил ввести еще одну войну, но она никогда этого не признавала. Предлагала провести референдум, плебисцит, чтобы местные сами самоопределились. Но поскольку румыны прекрасно понимали, что в случае любого плебисцита молдаване тут же самоопределятся в пользу Российской империи, они все эти призывы игнорировали. Игнорировали, несмотря на то, что даже западные демократии тоже говорили: единственный случай, мы согласны с большевиками, надо провести референдум. Румыны говорили: какой референдум? Русские идут. Если мы проведем референдум, и Молдавия вернется в состав Российской империи, значит, дальше большевики сквозь нас пойдут на Париж. Ну, понятно, русофобия – это самый продаваемый товар исторически всегда в Европе, поэтому эти требования провести плебисцит и референдум со стороны Парижа как-то потихоньку поутихли. Однако мы со своей стороны тоже создали альтернативную молдавскую автономию в составе Украины, выделив эту автономию несколько районов. Украинская ССР современный и вот эту узкую полоску вдоль Днестра, которая называется сегодня Приднестровье. Для чего была создана молдавская автономия? Для понимания, что мы все равно будем претендовать на возвращение всей Молдавии, всей Бессарабии в состав уже советской России, когда чуть-чуть наберем сил. В общем, большевики мыслили стратегически. Таким образом, Великая Румыния, которая в Первую мировую войну проиграла все, что только можно проиграть, и стала героем анекдотов, по Версальскому мирному договору, по решению держав-победительниц, превращается, ну, реально в большую европейскую страну, потому что к ней присоединяется захваченная у России, оттяпанная под шумок Бессарабия, Трансильвания
захваченная у австрийцев, а еще немного территории от болгар, и еще по кусочкам вокруг, как сказал Эрнст Хемингуэй, как-то впоследствии, что румыны забрали себе все, во что смогли ткнуть пальцем, все по окрестностям. Территория увеличилась раза в 2,5, по-моему, а население в 3 раза. И это страна, которая по ходу дела потерпела поражение и даже успела капитулировать перед союзниками, перед немцами и австрийцами. Вот наша история с точностью да наоборот. Россия – держава-победительница в Первой мировой войне. Россия, которая вынесла на себе основной удар и понесла жертв никак не меньше, чем Англия и Франция. Но Россия оказалась в стане проигравших. Победительница в стане проигравших. Вот такая вот коллизия послереволюционная. Собственно, поэтому у нас в советские годы Первую мировую никогда и не вспоминали. И первый памятник героям Первой мировой, а это война, вся пропитанная нашим героизмом, появился только в 2014 году, к 100-летнему юбилею начала войны. Открывал Владимир Владимирович Путин. Румыния. 22 июня 1941 года, одномоментно с Гитлером. Она там от Франции и Англии, по ходу дела, переориентировалась на немцев. Нападает на Советский Союз. Боевая доблесть румынских войск осталась примерно на уровне Первой мировой. О Румынии в войне и о Молдавии в войне мы поговорим в нашей следующей лекции. Это очень интересная тема и очень актуальная. Потому что сегодня все на Западе говорят, что истинные молдаване, как и истинные щирые украинцы, ну как тем более народы Прибалтики, воевали, оказывается, в Великую Отечественную против Советского Союза. Мы об этом обязательно поговорим отдельно, потому что это уже совсем. Румыния официально присоединяет к себе все земли Молдавии, исключая Приднестровье, даже Румыния не считала это молдавскими землями, и получает еще от немцев мандат на управление рядом областей Советской Украины, Николаевская, Одесская и окрестности, образуя такую румынскую оккупационную зону. Все, о войне больше ни слова. Мы побеждаем, начинается послевоенное восстановление уже не Бессарабии, уже Молдавской Советской Социалистической Республики. Ущерб от румынской оккупации в Молдавии составлял по официальным подсчетам 34 годовых бюджета Молдавии. То есть, если бы представить себе, что мы Молдавию с 1941 года вот вдруг заморозили в этом состоянии, без разрушения, то она должна была в этом состоянии с этим уровнем экономики замерзнуть на 34 года. Но Советский Союз бросил на восстановление Молдавии, как всегда мы делали. Все лучшее, что у нас было, шли эшелоны с продовольствием, эшелоны с сырьем, углем, металлом, бесконечные поставки энергоносителей, строительство промышленных предприятий, развитие сельского хозяйства, развитие виноградарства. Вы знаете, я недавно прочитал в какой-то сумасшедшей румыно-молдавской статье о том, что русские, советские осуществляли изощренный геноцид молдавского народа. Я не оговорился. В советские годы осуществлялся геноцид молдавского народа в извращенной форме. Как обстояло дело? Молдавия – страна виноградарства. Есть такая теория климатических естественных границ Римской империи. Экспансия шла до границ тех территорий, где рос виноград. Раньше было теплее во времена Рима, поэтому виноград рос даже по линии Адрианова вала, примерно на границе Англии и Шотландии. Вот туда римляне дошли, а дальше на север не пошли, дальше виноград не рос. На землях Молдавии виноград рос всегда, поэтому римляне туда дошли. И культура виноделия в Молдавии всегда была высочайшей. Но исторически Молдавия пила вино маленькими стопочками, примерно как нашими водочными. Это с точки зрения публицистики, вот этой румыноида. А коварный Сталин заставил пить молдавский народ вино гранеными русскими стаканами. Вот теми самыми, которые якобы изобрела наш великий скульптор Вера Мухина. И вот так вот гранеными стаканами молдавский народ и стал спиваться.
собственным же молдавским вином. В этом была суть советского геноцида. Ну, а если говорить серьезно, конечно, вина – это гордость Молдавии. В советские годы 50% вина в СССР производила Молдавия. Вы не поверите, но каждая третья бутылка шампанского – это знаменитое молдавское шампанское в Советском Союзе. 3/4 экспорта вина и шампанского из СССР – это молдавское вино и шампанское. Громадные предприятия, громадные хозяйства, колхозы, совхозы, винодельческие комплексы, коньячные заводы. Мы же помним с вами легенду про то, откуда взялся белый аист. Молдаване защищали крепость, окруженные турками, не было ни воды, ни продовольствия, ни припасов. И вот они увидели в небе белого аиста, который нес большую гроздь винограда. Это был волшебный виноград, прямо как у Элли в сказке об изумрудном городе. Он принес эту волшебную гроздь, и буквально каждой долькой, каждой ягодкой, каждой каплей сока этого винограда смогли утолить свои силы молдавские защитники и разбили врага. Вот с тех пор белый аист с гроздью винограда молдавского в клюве – это, в общем, один из национальных символов. А мы его знаем, естественно, по соответствующим сортам отличного коньяка и прочей винодельческой продукции. Но помимо виноделие, огромная развитая промышленность, молдавские тракторы, полупроводники и сверхтонкие провода, так называемые микропроводники, размер которых был в советские годы, представьте себе, тогда еще, в 6-8 раз тоньше человеческого волоса. Километр этого микропроводника – это вот такой крошечный моточек. Представьте, это километр. Это все использовалось в советской электронике, в советских транзисторах. И, наверное, непровалимое все промышленное развитие научно-техническое последних 30 с лишним лет, Молдавия вполне могла бы быть гораздо круче в этом отношении современного Тайваня и быть центром по производству микросхем и микропроводников для компьютеров. Но помимо этого, лучшая энергетика в Европе. Кто постарше вспомнит: молдавская ГРЭС, Кишиневская ТЭЦ, Кишиневская ТЭЦ-2, Бельская ТЭЦ, Дубасарская ГЭС на Днестре и так далее. В Молдавии в среднем производилась электроэнергии в 2 раза выше на жителя, чем в Западной Европе. А по отношению к каким-нибудь Нидерландам, там типа в 8 раз больше на одного жителя. А что такое много электроэнергии? Это не биткоины, это дешевое сырье и низкая себестоимость продукции. Все это было с нуля абсолютно создано в советские годы. Ну, про вузы, науку, про это я говорить не буду, я об этом расскажу вам в следующей лекции. Мы тогда вспомним, что сделала с молдавской системой образования румынская оккупационная администрация. Вот это интересно. Культура. Ну, первый народный артист Молдавской СССР – это знаменитый Игорь Моисеев. В его репертуаре было много молдавских народных танцев прекрасных, а матерью его была полумолдаванка Анна Грен, которую отец Моисеева, кстати, русский дворянин, нашел когда-то себе в Париже. А другой гений танца Борис Эйфман – это выпускник Кишиневского училища, великий хореограф. Ну, в общем, об этом можно долго-долго рассказывать. Молдавия в СССР, ее называли «цветущий сад страны Советов», потому что это лучшие фруктовые сады. Самый большой сад в мире, яблочный, в Молдавии. Протяженность сада 30 километров. Его обрабатывало несколько колхозов. Непрерывный сад 30 километров цветущий. Это невозможно себе представить, но в СССР говорили, что если одномоментно собрать с этого сада урожай, то каждому из почти 300 миллионов жителей Советского Союза достанется по несколько яблок. Сегодня нас убеждают, что это был геноцид, русские оккупанты. Русские никогда в этих землях не жили, а это неправда, мы с этого начинали, что это такой микс, смесь народов. Но не только славян, и валахов, молдаван, потомков кельтов, пастушечьих племен, греков, болгар, турок, гагаузия. Это вот невероятный микс народов. Те 30-40% славян русских, которые во время Кантемира еще считались русскими, а со временем мы их стали называть русинами. Те, кого мы сегодня более всего ассоциируем, наверное, с Подкарпатской Русью,
бывшими владениями Австро-Венгрии, постепенно ассимилировались, жили, в общем-то, мирно. Мирно до Первой мировой войны, пока австрийцы не почувствовали, насколько сильна на этих землях тяга к воссоединению с Россией. Пока австрийцы не поняли, что с началом войны их восточные регионы просто рассыпятся и сами перейдут в Российскую империю. Тогда появляются концентрационные лагеря для русинов в Австрии, Терезин и Талерхоф. Тогда начинается уничтожение по крови жителей Подкарпатской Руси. Чуть позже тех, кто выжил, тех, кто спасся, стали записывать в украинцы, но это русская территория со столицей в Ужгороде. Еще тогда, перед Первой мировой войной, они полностью самоназывали себя русскими. Я прочитаю вам стихотворение из Львовского журнала 1913 года. «Думка, размышления». Обращение жителя Львова, русина, к русским единоверцам, которое очень точно передает настроение того времени. Сегодня мы считаем, это Западная Украина, бандеровцы. А вот что писали жители Львова тогда. Это написано на таком, даже не украинском мова, а язык, на котором тогда говорили жители Львова, русины. Фонетическое письмо, как слышится, так и пишется. Вариант русского языка великого. «Не слухай, мой брат, дурниц, яко плета тебе грыц, казак мазепинец». Не слушай, брат мой, дураков. И сплетен, глупости, которые тебе говорит этот последователь Мазепы, Гриць. Козак мазепинец, що нас русских тут нема, що вкраїнська тут земля, що ти українець. Одно лиш на умі май, Галичина, русский край. Так, мой брате, все співає, Галичина, русский край. Співай щирой груді, хай спознає цілий світ. Як Русь била з давніх літ, так і дальше буде. Всем и всюду вповедай. Галичина, русский край. С такими настроениями австрийцы боялись, что без всякого выстрела Галичина, то, что мы называем сегодня Западной Украиной, Подкарпатской Русью, Закарпатьем, все это само собой просто вольется в единую русскую семью. Удивительно, но потомки этого древнерусского населения живут там и по сей день. Посмотрите на карту старую, советскую. ЧОП. Я в свое время на поезде, как и все советские люди, ехал в Европу через ЧОП. Там на железнодорожной станции меняли колеса на европейскую колею. Потом Мукачево, Клюшки, хоккеисты, Мукачево. Ну, сам Ужгород. Все это Закарпатье, русский край по сей день. В момент распада Советского Союза началось вот это вот отстраивание молдавского национализма. Национализм – страшная вещь. Молдавия для молдаван – это не менее омерзительно, чем Россия для русских. Но тогда эта бацилла, это такая чума местечковости проникла во многие светлые головы. И, наверное, самый знаменитый у нас в советские годы актер молдавский Михаил Волонтир. Не только цыган из соответствующего фильма, но и бравый прапорщик из фильма «В зоне особого внимания». Вот он тоже стал таким апологетом молдавского национализма, выступал за свободную Молдавию, там, русская оккупация. Потом постепенно все встало на свое место, постепенно он увидел, к чему это привело. И когда в конце жизни тяжело заболел, то поехал лечиться не в Румынию, не в свободную Европу, а лечился у нас в военно-медицинской академии. Кстати, за наш счет, счет принимающей стороны. Мы не злопамятны. Да и сегодня с курсом на румынизацию в Молдавии многие совершенно не согласны. А более всего не согласны жители двух регионов, которые могут открыто высказывать свое мнение. Это Гагаузия. Гагаузия – удивительная область. Мы на самом деле даже не знаем достоверно, откуда взялся народ Гагаузии. Народ тюркоязычный, турецкоязычный, но православный. Болгары считают гагаузов отуреченными болгарами, греки отуреченными греками. В Турции считают, что это турки, только принявшие не ту веру. Православие, они его очень чтят в Гагаузии. Кто-то из историков выводит гагаузов от половцев, печенегов, древних булгар. Это не важно. Кровь у всех одна, кровь красная. Важно то, что Гагаузия в свое время еще на этапе
первых референдумов советских вся проголосовала за гагаузскую автономию в составе Советского Союза. То есть, в отличие от Молдавии, за сохранение СССР. И та же самая история в Приднестровье. Приднестровье была довольно эфемерная автономия, потому что эта территория с исторической Молдавией не связана. Историческая Молдавия, она большая Молдавия, она до Днестра. А Приднестровье – это те земли, которые были завоеваны Суворовым, основателем Тирасполя, напротив Бендер, турецкой крепости, нами взято, ее еще Мюнхгаузен брал в свое время, наш русский барон. Приднестровье – часть Херсонской губернии, никогда даже не было ее ни в Молдавии, ни в Бессарабии. Румыния, захватив эти земли в 1941-1942, не присоединила к Румынии, понимала, что это не молдавские, не романские земли. И вот Приднестровье спокойно себе жило братски в составе Молдавской Советской Республики до тех поры, пока кишиневские власти, значит, сойдя с ума, не решили первыми выбежать из Советского Союза, объявить курс на романизацию, перевести молдавский язык вдруг на латиницу. Тогда Приднестровье объявило о независимости. Потом была интервенция, военная, настоящая война. Попытка военным путем молодого молдавского государства завоевать Приднестровье. Ничего не получилось. Наши миротворцы сейчас поддерживают мир на этой земле. Поразительно, что современная молдавская власть превратилась исторически в антиукраину. То есть, если Украина себе историю придумывает, то Молдавия, древнее государство, от своей истории открещивается, как будто ее никогда не было. Молдавия, которая на сотни и сотни лет древнее такого новообразования под словом «Румыния», говорит, нет, нас не было. Не было княжества Молдавского, не было Стефана Великого, не было молдавского языка. Мы вот румыны. Я напомню, что все молдавское государство сохранилось благодаря России и возродилось в составе Советского Союза как союзная Молдавская Республика. Совсем недавно, 14 марта, Европарламент, это чудная организация, принял очередную резолюцию о возвращении национального достояния Румынии, незаконно присвоенного России. Я не шучу. Значит, речь идет вот о чем. Когда в двухмесячный срок румынская армия в годы Первой мировой была разгромлена, а правительство бежало, то золотой запас румынского королевства с целью сохранности был вывезен в Санкт-Петербург. Находился там на хранении. Ну а когда Великая Романия захватила нашу Бессарабию, естественно, большевики этот золотой запас, они вообще не признавали себя наследниками обязательств империи и не считали необходимым соблюдать какие бы то ни было имперские договора. Мы не были правопреемником Российской империи ни в коей мере. Большевики сказали, ну, как вы к нам, так и мы к вам. И золотой запас остался у Советской России. И вот этот золотой запас того королевства Румынии образца 1916 года теперь Европарламент требует нас, Румынии, вернуть. Ну, на фоне конфискации сотен миллиардов русских активов, тотального грабежа нашей собственности за рубежом и всего-всего прочего, слышать такие требования от Великой Румынии и от Европарламента вообще даже не смешно и даже не грустно, а просто анекдотично. Но они мало того, что не следят за сегодняшней повесткой, они ведь еще историю знают очень плохо. Не учат матчасть. А если бы они хотя бы чуть-чуть ее подучили, евродепутаты, то они бы узнали, что вопрос о румынском золотом запасе поднимался в 1945-1946 году, когда королевство Румыния, будучи союзником Германии и нанеся колоссальный ущерб советской экономике во время румынской оккупации Украинская ССР, Молдавская ССР, румынские дивизии воевали на Кавказе, хозяйничали, разрушали и дошли до Волги, до Сталинграда. И когда рассматривался вопрос о контрибуциях и репарациях, которые должна была выплатить Румыния, то Советский Союз решил провести зачет и снизил сумму этих репараций на размер золотого запаса Румынии 1916 года. Все равно Румыния осталась еще должна невероятно много. И потом это все было списано. По сути, никаких репараций Румыния не платила. Мы не грабили наши союзнические новые социалистические страны. Мы им помогали, мы в них инвестировали. Но тогда тема запаса была схлопнута, выражаясь бухгалтерски.
Про это евродепутаты забыли, равно как и про то, что Советский Союз никогда не признавал себя наследником империи. Но, с другой стороны, если Европарламент фактически своим заявлением объявил, что теперь Российская Федерация является правопреемником Российской империи, то не означает ли такая постановка вопроса признания не только наших обязательств по долгам империи? Может быть, пора и поговорить об имперских правах? Вот как-то так. А молдавскому народу хочется пожелать процветания. Это народ с древней историей, народ с крепчайшими связями с Россией, связями не только экономическими, политическими, но и культурными. Ибо я напомню, первый памятник в городе Кишиневе, самый первый, еще в XIX веке давно, поставили молдаване нашему великому общему поэту Александру Сергеевичу Пушкину, который несколько лет в Кишиневе прожил, ярко, активно, Бахчисарайский фонтан, Кавказский пленник и много других прекрасных произведений, вдохновленных молдавским темпераментом, молдавским вином, наверное, молдаванскими девушками и вообще всей этой атмосферой цветущего края. Как я думаю, когда-то все-таки нашего общего края. Счастья и процветания древнему, мудрому, великому исторически молдавскому народу. И пусть лучше будет Великая Молдавия, чем вот это вот Румыния. Спасибо вам за любовь к русской истории. И до следующей встречи, когда мы поговорим о том, за кого воевали молдаване в годы Великой Отечественной войны. Счастливо!